Приветствую, друзья! Наконец-то мне в руки попала та самая практически революционная модель наушников производства компании Knowledge Zenith. Я говорю о КЗ AS24, базируется которая аж на 12 арматурных излучателях с прозрачным корпусом и двумя независимыми блоками настройки, рассчитанными на весь частотный диапазон. Как всегда, у данной модели существует стандартная версия, которая без возможности тюнинга, и та, о которой, собственно, мы с вами сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Поставляется модель в черной картонной коробке с металлическим вкладышем, то есть для производителя это, очевидно, знаковое устройство. Характеристики же нам привычно вынесли на боковую поверхность. И из важного стоит отметить наличие целых 12 арматурных излучателей с общим импедансом от 20 до 50 Ом и чувствительностью 109 дБ. В случае без тюнинга импеданс составляет 20 Ом, а чувствительность возрастает до 112 дБ. Интересно здесь то, что на самом деле в наушниках установлено всего 8 драйверов на каждое ухо. Басовый 22955, два среднечастотника 29689, классический уже высокочастотный 300 ровно 19 и 4 тоже высокочастотных драйвера 31736. Почему же тогда их 12? Все просто. Каждый из 31 736 по факту спаренный. А значит, в сумме их уже не 4, а 8. Следовательно, и общее количество не 8, а все 12 штук. В комплект нам положили инструкцию, скрепку для настройки, мусорного качества кабель, пару пенок, а также набор черных силиконовых амбушюр с насечками. То есть, как обычно, все деньги здесь ушли исключительно на звук. Расстраивает только то, что сама модель не особо дешевая, и большая часть купивших ее меломанов едва ли установят на нее кабель Terrain Redchin с насадками KBR07. Хотя именно это я очень рекомендую всем сделать. Сами чашечки, как я уже упомянул, выполнены из полностью прозрачного пластика, сквозь который прекрасно виден весь заявленный нам массив излучателей, а также их коммутацию через блоки настройки, которые разделили на основной и вспомогательный массивом по 4 штуки. Основной блок поднимает общий гейн на 2 дБ, а оставшимися 3 переключателями можно поднять низкие частоты по 1 дБ на тумблер, то есть всего на 3 дБ. Два первых же переключателя вспомогательного блока поднимают середину суммарно на 2 дБ по 1 дБ на тумблер, а два последних поднимают высокие по 2 дБ на тумблер, следовательно, всего их можно поднять на 4 дБ. Возвращаясь к наушникам, с внутренней части тут расположилось одно отверстие для компенсации и пластиковый же звуковод среднего размера, а с внешней окошко с объемными такими пирамидками. Смотрится это неплохо, сидят наушники удобно, да и со звукоизоляцией здесь никаких проблем нет. Единственное, по габаритам они далеко не по детское или маленькое женское ушко. Имейте это в виду. Вот так, друзья, это все и выглядит. А основные измерения я проводил на наиболее интересной для меня настройке, где все переключатели первого блока включены, а второго блока выключены. Так вот, в данном случае мы имеем довольно вальяжный по всем параметрам импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1,8%, что заметно выше нормы. Фаза ведет себя более-менее естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 74 и 98 миллисекунд без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 4, 5,5, 7,5 или 10 дБ в зависимости от настройки. Переход на середину дает неплохую по уровню ритм-секцию. Затем идет выделение области разборчивости, небольшой акцент на имитации ушной раковины и еще менее выразительное выделение 8 кГц для усиления резкости звучания. Кому интересно, первый тумблер основной настройки только поднимает общий уровень, вероятно уменьшая
импеданс наушников. Суммарный вид основной настройки выглядит следующим образом. Далее двумя первыми тумблерами дополнительной настройки поднимаются и без того весьма акцентированные средние частоты. Я их обычно не трогаю. Ну и последние два возвращают в звук верха. Их можно лишь чуть-чуть приподнять или внести в звучание ощущение баланса, то есть чтобы верха были примерно на одном уровне с серединой и басом. В сравнении с бюджетным хитом KZ-DeFi общая идея, конечно, прослеживается, однако новинка более выразительная и агрессивная по характеру. На мой вкус акцент на области разборчивости тут немного рисковат, но радует, что все это можно сбалансировать с системой из целых 8 переключателей. В плане подачи же герои обзора, как мне показалось, значительно развивают идеи, изначально заложенные в их бюджетном хите KZ-DeFi, тот, который тоже с настроечным модулем. По характеру мы имеем практически идентичное звучание, но с куда лучшими атаками, разрешением, чуть более выразительная чиха и заметно так выросшими в плане качества высокими частотами. А следовательно, мы получили все свойственные арматурным излучателям достоинства, включая четкость, отличную динамику, практически идеальные по скорости атаки и превосходное разделение с текстурностью. Причем это касается всех частот от баса и до самых верхов. Единственное, за что можно, так сказать, пожурить АЭС-24, так это за не самые глубокие низкие частоты. Но здесь за них отвечает арматурный драйвер, запчасть которого всегда была самым слабым местом. Весь остальной диапазон низких частот, а также нижней части средних, проработан чуть ли не идеально. Середина из-за настройки, больше напоминающей кривую диффузного поля, чем Harman Target, лично для меня показалась слегка ярковатой, но без перебора и без подсвечивания каких-нибудь паразитных частот. То есть какого-то прорыва относительно подачи или развития музыкальной составляющей здесь, к сожалению, не случилось. Да, по всем пунктам стало значительно лучше и чувствуется, что в руках у нас флагманская модель, но все это в рамках выбранной производителем парадигмы. На фоне Yanin Canon 2 герои обзора кажутся более строгими, слегка подсушенными, существенно более рельефными и куда менее музыкальными. То, что реализовали Yanin свои новинки, кажется чуть ли не идеалом в плане раскрытия эмоциональной составляющей трека, а также баланса частот. АЭС-24 в чем-то, конечно, пытаются к ним приблизиться, но звук у Knowledge Zenith получился более сдержанный, поджарый и собранный. При этом герои обзора наделены просто сногсшибательной мелодикой и объемным таким в акустическом смысле телом с правильной массой, глубиной и подчеркнутой выразительностью. Против DeFi это действительно серьезный такой шаг вперед, но настройка эта сейчас не самая популярная. Такую можно встретить лишь у серьезных дорогих брендов в каких-то единичных решениях. Ну и, естественно, нельзя не отметить возможность повысить чувствительность наушников, поднять до нормального уровня басы и сбалансировать по ним верха. Возможность еще сильнее поднять средние частоты, на мой взгляд, уже чрезмерно. Я бы хотел их, наоборот, опустить на пару децибел. Впрочем, все это тонко настраивается, а значит, каждый сможет из этих 8 переключателей слепить то, что именно ему по вкусу. Для себя я ограничился настройкой все единицы, все нули и все единицы 0010, где первая реально очень напоминает DeFi по характеру, а вторая заметно так выделяет высокие частоты. На них здесь потратили целых 9 излучателей, а следовательно там есть что слушать и от чего получить так называемый вау-эффект. С точки зрения динамики, прорисовки нюансов, натуральности и передачи заложенных в музыку эмоций, это точно флагманский уровень, и $100, которые за данную модель просят, считай подарок. Им, конечно, в обязательном порядке нужно заменить кабели насадки, но и это выйдет вам не более чем в $20. Настройка у модели хоть и ярковата, но, как я ни крутил настройки, получить сибилянты, грязь, резь, песок или мусор у меня так и не вышло. То есть, несмотря на обилие возможностей, нам дали проверенный и максимально безопасный диапазон.
Относительно требований к источнику, они, как и в случае DeFi, присутствуют, но не сказать, что высокие. Я к ним, естественно, рекомендую хотя бы мобильный ЦАП с 60 милливаттами мощности на 32 Ома нагрузки. Но это чтобы точно раскрыть все возможности модели. Стилистически тоже все более чем универсально. Слушал на них рок, джаз, много всякой электроники, живую, оркестровую и другую академическую музыку. И везде все было прямо идеально сбалансировано. Да, существуют и более эмоциональные наушники, есть и более мониторные. Здесь же, как говорится, золотая середина. Они не пытаются хоть в чем-то взять пальму первенства, но все в них есть и всего достаточно. На мой взгляд, это лучшие наушники, что только были созданы компанией Knowledge Zenith. Но еще раз предупрежу, они не особо уходят в саб-часть баса и не пытаются удивить вас эффектностью. Герои обзора лучше подойдут тем, кто ищет гармоничное сочетание всех качеств и возможность все это немного подогнать под собственные вкусы. Итогом арматурные 12-драйверные наушники KZ AS24 очень комфортно сидят, хотя и не сказать, что маленькие, да и смотрятся они весьма достойно. Но еще раз повторю, им прямо жизненно необходима замена кабеля и насадок. Стыдно должно быть производителю комплектовать свою топовую модель, ровно как и решение за 12 баксов. Звучат же герои обзора, на мой вкус, слегка ярковато, за что в ответе выбранный производителем таргет диффузного поля. Немного мне не хватило саб-части баса, и как еще одно пожелание, я бы поставил возможность не поднять, а немного опустить середину посредством системы переключателей. Но это и все, до чего тут вообще можно докопаться. В остальном здесь просто прекрасно сбалансированный частотный диапазон, реально быстрый техничный бас, сочные, объемные и очень выразительные средние частоты и просто сногсшибательные верха, на которые, напомню, потратили целых 9 излучателей, и оно того стоило. То есть мы получили акустически приятный поджарый звук с прекрасной детализацией, легким аналоговым смягчением и хорошим таким упором в мелодику. Причем везде все идеально выверено и точно. Свои $100 данная модель отрабатывает на все 250%, потому, как и всегда у Knowledge Zenith, звучат наушники намного дороже, чем стоят. Те же Дуну назначили бы им ценник в $300 или даже выше. Что сказать, шикарные наушники, однозначно могу их рекомендовать. А на этом у меня все. Это были наушники Knowledge Zenith KZ AS24. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!